Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео приготовим 5 разных блюд из картошки. Каждое блюдо вкусное по-своему. Буду рада, если вы найдете для себя подходящий рецепт. Первый приготовим картошку в духовке. Румяную, аппетитную и очень вкусную. Это очень вкусное и простое блюдо, с приготовлением которого справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Примерно 1 кг картофеля чистим от кожуры и моем. Картошку разрезаем сначала пополам, а затем каждую половинку нарезаем дольками. Подготовленный картофель кладем в кастрюлю. Все заливаем водой. Ставим на огонь. Как только картошка закипит, снимаем ее с огня и сливаем в воду. Варить ее не нужно. Картошку солим по вкусу. Насыпаем 1 столовую ложку приправ для картофеля, или можно просто посыпать сладкой молотой паприкой. Перчим черным молотым перцем. Добавляем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Все перемешиваем, чтобы приправы равномерно распределились по картошке. Большой противень от духовки смазываем растительным маслом. Выкладываем на него картошку и равномерно ее распределяем по противню. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Картошка запеклась, подаем ее на стол в горячем виде. Картошка в духовке, приготовленная таким методом, получилась очень вкусной и ароматной. Сверху у нее хрустящая корочка, а в середине она мягкая. Такая картошка отлично подходит для приготовления как на праздничный стол, так и на каждый день. Вторым приготовим рулет из картошки с мясом. Это необыкновенно вкусное и сытное блюдо, которое готовится из самых обычных ингредиентов. Сначала подготовим картофель. Его нужно очистить от кожуры и нарезать тонкими пластинками. Картошку желательно брать крупную и нарезать пластинки вдоль, так они получаются больше. Понадобится примерно 1 кг картошки. 250 грамм сыра трем на терке. Сыр можно взять любой, главное, чтобы он плавился. На противень кладем лист пергаментной бумаги. Сверху пергамент посыпаем примерно 1/3 частью тертого сыра. У меня получился прямоугольник 30 на 40 сантиметров. На сыр выкладываем кружочки картофеля. Кладем их внахлёст друг на друга. Таким методом выкладываем всю поверхность пергаментного листа. Сверху картофель солим. Смазываем растительным маслом. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Готовность картофеля можно проверить вилкой. Пока запекается картошка, готовим начинку. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Сюда же добавляем 500 грамм фарша. Я использую курино-говяжий фарш, но можно взять и любой другой по вашему вкусу. Готовим фарш, периодически перемешивая примерно 5-10 минут. Весь фарш должен поменять цвет. В самом конце все солим. Добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Насыпаем 1 чайную ложку тимьяна и перчим черным молотым перцем. Также можно добавить и другие приправы к мясу. Все перемешиваем и снимаем с огня. Прошло полчаса, картошка уже запеклась. Вынимаем ее из духовки. На слой картошки выкладываем приготовленный фарш.
Равномерно его распределяем. Сверху фарш немного посыпаем тертым сыром. Все скручиваем в рулет с помощью пергамента. Еще больше вкусных рецептов с фаршем смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху рулет посыпаем тертым сыром. Ставим его в духовку примерно на 10 минут. Готовый рулет посыпаем измельченной зеленью. Нарезаем рулет порционными кусками и подаем на стол. Рулет из картошки с мясным фаршем получился очень вкусным и ароматным. Он сытный и отлично подходит для обеда или ужина. Такая необычная подача удивит всех родных. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих близких. Третьим приготовим блюдо из турецкой кухни – пирожки поча. Они очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Если у вас большая семья, то сразу готовьте двойную порцию. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку для пирожков. Полкилограмма уже очищенного, вымытого и нарезанного кусочками картофеля насыпаем в сотейник и заливаем водой. Ставим на плиту, солим по вкусу и варим около 20 минут до готовности. Картофель сварился, сливаем с него всю воду и разминаем картошку в пюре. Картофельному пюре даем остыть до комнатной температуры. Пока остывает пюре, 150 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем остывшее картофельное пюре и натертый сыр. Все перемешиваем. Также можно в качестве начинки использовать отдельно картофельное пюре или отдельно натертый сыр. Теперь приготовим тесто. В миску разбиваем одно яйцо. Насыпаем 1 чайную ложку соли. И все немного взбиваем. Сюда же наливаем полстакана кефира и перемешиваем. И наливаем 100 грамм растопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. Насыпаем примерно 2-2,5 стакана муки в 2-3 подхода. Вместе с мукой добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя. Тесто хорошо вымешиваем руками. Оно должно получиться мягким и однородным. Оно не липнет к рукам и очень удобно в работе. Из теста скатываем жгут и разделяем его на 12 частей. Каждый кусочек теста раскатываем в кружок и кладем сверху примерно 1 столовую ложку начинки. Скрепляем тесто в виде вареника. Края нужно слепливать очень хорошо, чтобы начинка не вытекла при выпекании. Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Одно яйцо разделяем на белок и желток. Желток немного взбиваем вилкой, а белок нам не понадобится. Желтком смазываем все пирожки сверху. По желанию можно посыпать еще и кунжутными семечками. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Пирожки получились румяными и очень вкусными. Их можно подавать на завтрак или брать с собой в качестве перекуса. Они вкусные как в холодном, так и в горячем виде. Обязательно приготовьте такое турецкое блюдо, оно вам точно понравится. Четвертым приготовим очень вкусный пирог с грибами. Готовится несложно и отлично подойдет в качестве обеда или ужина. Рецепт очень доступный и несложный. Сначала приготовим тесто для пирога. 1 кг картофеля чистим и нарезаем небольшими кусочками. Все кладем в кастрюлю и заливаем водой. Солим по вкусу. И ставим вариться на плиту. 100 грамм сыра трем на крупной терке.
Картошка сварилась, сливаем с нее воду и разминаем. Добавляем тертый сыр и перемешиваем. Сюда же разбиваем одно яйцо, перемешиваем. Добавляем 2 столовых ложки муки и опять перемешиваем. Картофельное тесто готово. Готовим начинку. 600 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Грибы кладем на разогретую сковороду. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Лишняя жидкость испарилась. Наливаем в сковороду к грибам немного растительного масла. Сюда же кладем нарезанный лук. Жарим до момента, когда подзолотится лук. Грибы с луком солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. В отдельную миску наливаем 150 грамм сметаны и разбиваем 2 яйца. Все солим по вкусу и перчим. Перемешиваем. В сметанную смесь добавляем уже подготовленные грибы. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем. Диаметр моей формы 27 см. В подготовленную форму выкладываем картофельное тесто. Ложкой распределяем тесто по форме. В середине формируем небольшое углубление. Сюда же выливаем грибную начинку. Равномерно ее распределяем. Пирог ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Готовый пирог достаем из духовки и подаем на стол. Картофельный пирог с грибами получился очень вкусным и сытным. Готовится несложно и под силу даже начинающим кулинарам. Такой пирог отлично подходит для обеда или ужина. И последним блюдом приготовим картошку с начинкой. Она отлично подходит в качестве гарнира к мясному блюду или просто к салату. Готовится несложно и получается очень вкусной. Берем примерно 1,5 килограмма картофеля среднего размера, моем и кладем в кастрюлю. Картофель заливаем водой и ставим на огонь. После закипания воды варим картошку примерно 15 минут. Все зависит от сорта. Когда картофель сварился, сливаем воду и оставляем его остывать. Пока остывает картофель, приготовим начинку. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Измельчаем пучок укропа. К сыру выдавливаем 4-5 зубчиков чеснока через пресс. Насыпаем нарезанный укроп. Кладем 20 грамм мягкого сливочного масла. Сюда же добавляем сметану. Все перемешиваем. Мне понадобилось примерно 9 столовых ложек сметаны. Вместо сметаны можно использовать майонез. Картошка уже остыла, очищаем ее от кожуры. Очищенную картошку разрезаем вдоль на 2 половинки. Подготовленный картофель выставляем на противень от духовки. Сверху каждую половинку немного солим. На картофель выкладываем приготовленную начинку. Также на моем канале есть и другие рецепты из картошки. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 15-20 минут до легкого зарумянивания. Готовую картошку достаем из духовки и подаем на стол горячей.
Картофель с начинкой получился очень вкусным и ароматным за счет чеснока. Такая картошка отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится такое блюдо несложно, и с его приготовлением справится каждый. Если вам понравились такие рецепты с картошкой, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.